Неделю тому назад, в прошлое воскресенье, из Евангелия от Иоанна у нас была история, как воскресший Христос имеет такую обильную трапезу с учениками на берегу Галилейского моря. Но эта история была о том, как Христос задает Петру трижды один и тот же вопрос. Любишь ли ты меня? И эта история побуждает нас или говорит нам о том, как мы должны любить Господа, о нашей любви Господа. Сегодня также будет из Евангелия Иоанна одна фраза, которая повторилась 5 раз. И эта фраза тоже говорит о любви, но уже говорит о любви без знака вопросительного, утверждая, говорит о любви Господа к нам. Фраза «ученик, которого любил Иисус». Вообще, автор Евангелия, евангелист Иоанн, он не называет себя по имени. То есть автор не подписывается, хотя у нас в наших изданных Библиях везде написано Евангелие от Иоанна, но это то добавление, которое дали история, церковь к его труду, понимая, что это он написал. Но сам автор не называется. И когда он говорит о действующих лицах, об учениках Христа, то есть один ученик, которого, когда попадает он в повествование Иоанна, Иоанн не называет его по имени. Других, которых встречаются в повествовании, он называет по имени, а одному он не называет по имени. Иногда он называет его ученик, которого любил Иисус. Читая Евангелие, все понимают, или большинство понимает, что этим учеником, которого Иоанн не называет, является он сам. Как будто бы Иоанн имел желание, еще раз, там, где нужно в повествовании вспомнить о себе, остаться в тени или незамеченным, быть инкогнито. Не называя себя, но он описывает, кто это такой, и мы можем догадаться. Но, скорее всего, у Иоанна не было такой цели так замаскироваться, чтобы его не узнали. Он маскируется, не называет, но его маскировка такая прозрачная, просвещающаяся. То есть мы догадываемся, кто стоит за этим описанием. Он так себя описывает, чтобы всегда, когда он упоминает, мы больше обратили внимание даже не на него, а на Господа, который любил его. Хотя вполне возможно, он мог выбрать, даже не называя себя по имени и не подписываясь, что он пишет Евангелие, мог себя как-то обозначить по-другому. Например, ученик, который пишет это Евангелие, был там, или сделал это. Но он, когда упоминает себя, еще раз, он хочет говорить не то, что он сделал, а то, что сделал для него Христос, то, кем есть для него Христос. А там, где даже он что-то делает, и это видно, что в действительности, как хороший ученик Христа, то он как будто бы дает причины, почему он это делает. То есть, что является основанием, что он является позитивным героем в этом повествовании. Основанием есть то, что причиной, почему он это делает, хорошее, есть любовь Господа к нему. Именно любовь Господа к нему сделала его Христовым учеником, посвященным учеником. Итак, давайте этих 5 отрывочков прочитаем. Впервые это 13 глава Евангелия от Иоанна, стих 23. 13:23.
Один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Это тайная вечеря. Вечеря, где Христос говорит о том, что один из вас есть тот, кто меня предаст. Вот на этой вечере расположились все по-разному, но ближе всего к Христу, к Его сердцу был вот этот ученик, автор Иоанн. Ученик, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. А я себе задаю вопрос, как бы размышляя, что побудило его быть так близко к Христу? Почему именно он у груди, а пусть будет не кто-то другой? А вот, наверное, ответ в том, ученик, которого любил Иисус. Он настолько поднимал любовь Господа к себе, что вот эта любовь Господа к нему приближала его к тому, кто его так любит, даже незаслуженно любит. Именно любовь Господа давала ему дерзновение быть к нему поближе, как бы, поощряла быть его ближе всего. Знаете, тоже вопрос, мы все когда-то учились в школе, кто-то сидит на первой лавке, партии, кто-то подальше. У меня тоже такая мысль. Очень часто те ученики, которые чувствуют, что их учитель любит, стараются быть поближе к учителю. Как правило, такие вот родивые ученики, то есть, которые стараются учителя научиться к нему поближе. Наверное, одна из причин, почему Иоанн захотел быть у груди Христа, он чувствовал этот ответственный момент и хотел быть настолько близким к нему, чтобы слышать каждое его слово, чтобы ничто не пошло мимо его уст. Как бы он был на его груди, он слышал его биение сердца. Ученик, которого любил Иисус. Знаете, в тот вечер было много волнений, особенно когда Иисус сказал, что один из вас предаст. Ученики задают вопросы, не я ли, не я ли. Не знаю, задавал ли вопрос Иоанн, не я ли. Похоже, что не задавал. А вопрос, который он задал, и то это потому, что его Петр подтолкнул, намекнул, спроси что-то ты, кто это? Как будто бы Иоанн даже в этот вечер волнения наиболее спокойный, потому что он в груди Иисуса Христа. Он в груди того, кто его любит. Знаете, Бог желает, Господь желает, чтобы это место у груди Иисуса Христа было всегда нами занято. Знаете, Он сейчас на небесах, и у Его груди могут поместиться все из нас. Но будем ли мы так стремиться быть к Нему поближе? Знаете, если мы понимаем, что Он меня любит, то Его любовь притягивает нас к себе. Мы будем желать слышать Его слова. Мы будем хотеть с Ним близко, с Ним общаться, быть настолько близким, чтобы как будто быть в биении Его сердца. Ученик, которого любил Иисус, лежит у Его груди. Это было в четверг вечером, уже поутру Иисус на Голгофе, распятый, 19 глава Евангелия от Иоанна, 19 глава, стих 26. Иисус увидел матерь и ученика, тут стоящего, которого любил. Говорит матери своей: жена, сын твой, потом говорит ученику: си матерь твоя. И с этого времени ученик взял ее к себе. Иисус распятый, он же на Голгофе. Знаете, и читая повествования евангельские, то чем ближе евангелисты описывают, что Иисус приближается к Голгофе, вот чем ближе, тем меньше вокруг него учеников. Вот его схватили, вот его ведут же под арестом, вот его ведут на допрос Пилата. Сколько идут за ним? 2. А вот он же на Голгофе. Сколько там апостолов, сколько там учеников? Только один, только Иоанн. Иоанн говорит: ученик, которого любил Иисус. Любовь учителя дала ему это дерзновение, или удержала его. Знаете, это было очень неприятное время быть на Голгофе.
То есть никто бы не захотел, если раздирают, унижают, оплевывают того, кто тебе дорог, это очень противно там быть, это самому больно. Это было дважды больно, потому что тот, кого ты так почитал, так всеми унижаем. И если ты почитаешь такого, то и тебя презирают. То поругания и на тебя будут падать. Там было много людей, которые просто презирали и издевались над ним. И быть его сторонником, быть сторонником того, кого так издевательски унижают, что удержало Иоанна там? То же самое, что приблизило его к груди на той вечере. Любовь Христа. Ученик, которого любил. Он был там. Он был там. Он был там, и я думаю, что для Иисуса Христа, для учителя было это еще одной, может быть, небольшим, но хорошим участием человеческим в его страданиях. Когда, кажется, весь мир против него, но есть те, которые остались ему верны. Там его мать, там пару сестер, которые за ним следовали, и там Иоанн. Есть те, которые их большинство плюют, но есть там несколько человек, которые стоят его поддержать, стоят, чтобы как-то все разделить его страдания. И Иисус, который желал исполнить свой сыновний долг, Он его исполняет, видя убитую горем мать, понимая, что он ничем ее не может утешить, он не может ее обнять. Он говорит: Иоанн, ты возьми ее себе, ты послужи ей, как сын вместо меня. Иоанн говорит: это любовь Христа, это Он меня любил, поэтому я был там. Если мы любим Христа, или, вернее, если мы понимаем, насколько Он любит нас, то любовь, она вызывает взаимность, то мы будем там тоже стоять. Мы будем у Его груди сидеть или возлежать, быть очень близко к Нему. Но мы будем в тот момент, когда за Него нас поносят или унижают, мы будем стоять твердо, не шатаясь. В Евреям есть такой призыв: выйдем к Нему за стан, неся Его поругание. И мы это сможем сделать, если мы знаем, за кого мы несем поругание. За того, кто нас так полюбил. Следующее упоминание, это следующая глава, глава 20. Иисус покинул гробницу, Он живой. Об этом еще ученики не знают, но знают только то, что гробница пуста. Прибегает Мария Магдалина, 20 глава, стих 20, и так бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им: унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили Его. Вот Мария прибегает к ним двоим и говорит: что-то случилось, пропало тело, кто-то украл. И вот эти два ученика бегут к гробнице. И давайте стих 8. Тогда вошел и другой ученик, это Иоанна себе, прежде пришедший к гробу, и увидел, и уверовал. Вот это ученик, которого любит Христос. Он прибегает, рассматривает, потом входит в гробницу, и рассматривая эти пелены, которые остались как будто бы недвижимые, он первый, кто в своем сердце понимает: а Христос жив, Он воскрес. Еще раз, первый из апостолов, первый из учеников, которому открывается, даже вот не видя, а просто находясь в этой пещере, это понимание, это познание, что Иисус живой, это Иоанн. Опять-таки, он говорит: тот, кого любил Христос. Тому первому это открывается. Знаете, позже в истории Иоанна
начали, когда уже он отошел и был на небесах, и церковь начала называть Иоанна Иоанн Богослов. И даже вот его уже потом послание, книга Откровения, так и у нас подписаны в наших Библиях. Первое послание святого апостола Иоанна Богослова, Иоанн Богослов. Вот к нему дали вот такой вот, приписали его название Иоанн Богослов. Почему? Потому что увидели в нем особое богопознание, которое вылилось в том Евангелии, которое он написал. Он не только записывает Евангелие, а в этом Евангелии, которое мы читали, уже заканчиваем, есть ряд его вставок от автора, комментарий, очень таких вот глубоко богословски сильных. Помните, начало Евангелия, пролог Евангелия, это просто это от автора. Вначале было Слово, и Слово было Бог. Потом говорит, и Слово стало плотью. Он первый, кто так явно, так прямо говорит о его божественности и о человечестве, о том, что он Бог воплоти. Иоанн Богослов. И вот что дало ему это такое глубокое познание, что дало ему первому веровать и понять, когда другие были в тревоге, что же произошло, беда, горе, пропал Христос или тело его припало. Кто дал ему это познание? Ученик, которого любил Христос. Тот по-настоящему глубоко знает Бога, понимает Бога, кто начал с того, что начал понимать Его любовь к себе. Похожий отрывочек тоже связан с воскресением. Уже это был первый день. Прошло какое-то время, Иисус является, вот когда Он задает Петру этот вопрос, «Любишь ли ты меня?». Иисус является ученикам при море. И кто первый тоже узнает, что это Христос? 21 глава, стих 7. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру, это Господь. И так Петр бросается в воду, плывет первым. Это Господь. Там было их 7 лодки. 7 лодки. Но первый, кто понял, что вот там на берегу Иисус Христос, воскресший, живой, это Иоанн. Тот, кто очень сильно понимал, говорит еще раз, ученик, которого любил Иисус, говорит, это Господь. Он его узнает. Он понимает Бога и видит Бога. Еще раз, очень часто мы можем видеть многое в жизни. Что делается в мире, в истории, в обществе. Но если мы любим Господа, то и Господь для нас очень велик, и мы понимаем, насколько Он нас любит, то во всем этом мы видим Его руку. Что Он делает? Что Он делает сегодня? Почему происходит то, что происходит? Мы увидим Божью руку, которая нас успокоит, которая даст нам понять, это Господь. Еще одно упоминание, оно связано с этой же последней историей. Это 5-е упоминание, стих 20 этой главы. Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди, сказал, Господи, кто предаст Тебя? Иисус, пообщавшись с Петром, отзывает его, иди за мной. Вот, они ужинали, завтракали. Иисус спросил, любишь ли ты меня? Паси овец. И потом отзывает, Петр, иди за мной, и отходит. И вот Иисус позвал Петра. И Петр понимает, что он, идет, но видит, Иоанн, а почему Иоанн идет? Вот хотя Иисус лично не звал Иоанна, но как будто еще эта любовь Господа, она тянула Иоанна. И Иоанн тоже пошел. Ученик, который любит, он тоже пошел. Он пошел за тем, кто его любит. Вот Иоанн как бы еще раз иллюстрирует. Вот, если он проявил какую-то близость к Господу, если он проявил верность Господу, если он проявил какое-то понимание Господа, то он подчеркивает, это ученик, которого любил Иисус. Это его любовь ко мне вот, сделала меня таким.
или давало мне быть таким? Я посмелюсь тоже сделать такой вывод. На мой взгляд, обычные учителя, ну, больше всего как бы привязаны или имеют какую-то симпатию, возможно, даже любовь, любят тех учеников, ну, которые хорошо обучаются, которые, ну, как бы схватывают все у них. Обычно учителю нравятся те ученики, которые, ну, стараются, хорошо усваивают материал и хорошо учатся. Ну, так всегда. Так всегда. Ну, может быть, могут быть какие-то личные там, исключения, там, родственники, еще что-то такое, вот, там, подарочек дали, может быть такое. Но в нейтральном положении, вот так просто, любят тех, кто вот, слушает их наставления, и кто их принимает, и кто учится хорошо. Очень похоже, что вот, любовь Иисуса Христа, которую ощущал на себе Иоанн, было, может быть, как бы для него особенно ощутимо, потому что он был тем учеником, который хорошо учился у Христа. Где основным предметом в его школе Христовой была любовь. Была любовь, которую он преподавал к ним, являя им, и они должны были ее усвоить. Поэтому, ощущая на себе как бы недостойным любовь учителя, эта любовь вызывала у ученика вот взаимную любовь к учителю. Так он объясняет. В своем послании он пишет, будем любить его, потому что он прежде возлюбил нас. Будем любить его. Почему? Что нам дает этот мотив? Потому что он прежде возлюбил нас. То есть если мы понимаем, что я ученик, которого любит Господь, то это сделает меня учеником, который любит того, кто меня любит. Любит моего учителя. Интересно, что все эти 5 утверждений, описаний, что ученик, которого любил Иисус, они все связаны со крестом или страданием, с Голгофой. Вот они все были вот, в день или за несколько дней с Голгофой. Собственно, в день его смерти Иисус лежит на Тайной вечере, а Иоанн там, на Голгофе, сразу же после воскресения. Все эти случаи, где Иоанн называет себя именно так или иначе, потому что как бы притягивается ко Христу распятому, потому что, вот, наверное, ярче всего мы поймем, что я ученик, которого любит мой Господь, когда мы видим его за нас распятым. Может быть, еще пару слов. Читая другие Евангелия, где евангелисты упоминают Иоанна, где-то в каких-то эпизодах, то если мы вспомним эти эпизоды, то мы увидим, что Иоанн сам по себе по характеру не был таким вот очень любящим сразу человеком. Хотя позже церковь называла его апостол любви. Это еще более известное название Иоанна. Иоанн Богослов, а также апостол любви. И вот даже его труды, вот его послания, когда они переполнены, вот как будто любовь основная его тема. Он говорит, Бог есть любовь, мы должны любить друг друга. Это любовью как бы дышится. Он говорит, возлюбленные, апостол любви. Но смотря на его раннее ученичество, когда он ходил только за Христом, то, еще раз, незаметно такой вот большая его любвеобильность. Даже больше того. Видно, что любви ему нужно было научиться, и он, по-видимому, и научился. Сам Христос вот Петру дал название, вот Петр, вот, хотя он был Симон, ты Петр, скала, а помните, как он назвал Иоанна, его брата, старшего Иакова, сыны Громовы.
сыны Громовы. Так Иисус назвал их, сыны Громовы. И там, где они вместе в Евангелии встречаются, то нам дает увидеть, почему Иисус так их назвал. Да, с одной стороны, они были, вот Сергей цитировал послание Иоанна, где Иоанн побуждает быть за правду, за правду. Вот, с одной стороны, они были такие очень ревностные, ревнители истины, правды, такие вот за истину в бой пойдут. Это было их, наверное, от природы. Как будто вот от рождения они были в поиске правды. Но вот этот поиск правды был ихний, но не хватало такого вот к этому поиску правды любви и нежности. Вот они готовы были греметь, сыны Громовы. Эпизод, когда Иисус идет на праздник в Иерусалим с Галилеи и проходит через Самарию, и ему нужно было заночевать. И в одном селе ему не дали ночлег, сказали: проходите, идите, вы не наш. Просто не приняли, отказали ночлеги. И вот два брата, Иаков и Иоанн, подходят к Иисусу и говорят: Господи, хочешь, мы сейчас сделаем так, как сделал Илья, чтобы сведем огонь с неба, и он всех их что? Истребит. Все это село, все сгорят сейчас. Это было из того, что он очень сильно любил этих, может быть, даже неверующих, по их пониманию, людей. Он так их любил, что хотел, чтобы они все сгорели. Он ревновался за то, что вот как это так. Но там это не было сердце переполненной любви. Или другой эпизод, когда тоже они двое подходят к Христу, еще берут свою маму, они были родственниками, к Иисусу Христу. И просят о том, что: Господи, сделай так, чтобы когда вот ты будешь в славе, чтобы один из нас был, ты сам выберешь, один из нас по правую сторону, другой по левую, чтобы быть поближе к тебе. И, в принципе, хорошее желание быть вот в Царстве Божьем поближе. Но там были и другие апостолы. Они не ходатайствовали только за себя. И те услышали, даже вознегодовали: как это так? Так любил Иоанн Петра, что даже забыл за Петра вспомнить. А Петр что, чем хуже тебя? То есть он был обучаемым человеком. Это были только первые классы, да? Но видно, что любовь Господа к нему вылилась на него и вошла в его сердце, и пропитала его, что он настолько пропитался этой ароматами любви, что любовь начала со всех его клеточек жизни пробиваться. И он заслуженно стал человеком, которого мы называем апостолом любви. Что сделало его апостолом любви? Сделало то, что он был учеником, которого любил Иисус. Это название ученик, которого любил Иисус, может быть для каждого из нас. Для каждого из нас. И дай Бог, чтобы мы понимали, насколько Господь меня любит. И это Его любовь, которую мы ощущаем, нас к Нему вела, чтобы мы были у Его груди, мы хотели с Ним поговорить, мы хотели Его услышать, чтобы эта любовь делала нас людьми, которые будут стоять за Евангелие, даже когда нас поносят. Эта любовь будет сделать нас такими людьми, которые глубоко понимают Его, глубоко понимают и познают Его руку в этой жизни. И эта любовь Господа будет к нам продолжающаяся, потому что мы будем теми, кто как на первой партии у Него, да, Господи, я хочу у Тебя учиться. Я хочу усвоить то, что Ты меня учишь. И Он сделает из даже, может быть,
из сына Громова сделает апостола любви. Аминь. Помолимся.